Во-первых, ставим акценты, то есть какие-то удары играем легче, основываясь на нашем основном бое, когда все удары идут вниз, но какие-то мы играем легче, а какие-то играем сильнее. Это первое. Второе, это то, что мы не играем все абсолютно струны подряд. Не так оно у нас звучит. А мы играем здесь 2 раза больше басы. Сколько получится? Вам не нужно обязательно отсчитывать там, допустим, только по 5-й или только по 6-й струне, а вот просто ориентируйтесь, поднимите всю руку, все предплечье чуть-чуть выше. Вот. А стряхивание, получается третий удар, играем как бы по вот этим 3 струнам, то есть немножко предплечье отпускается. Получается... И 4-й удар играем как получится, в принципе, по всем струнам. Как звучит это с барабанами медленно. 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и... Если вам это быстро, пожалуйста, начинайте медленней. И здесь очень важная фишка боя Летова. На 4-м ударе, что отличает Летова, допустим, 4-ка Летова от 4-ки Цоя? Это то, что Летов в основном во всех своих аккомпанементах, он на последний удар отпускает просто вообще руку. Отпускает все пальцы и звучат открытые струны. Получается басы, басы, верхний удар, и теперь как получится. Вы можете сыграть все, можете сыграть только верхние, но все струны пустые, и в это время, когда он отпускает струны в левой руке, он уже готовит, или вы можете подготовить уже следующий аккорд. Очень удобно получается. Итак, басы, басы, акцент на 3 и на нижний удар, и потом открытые струны. Получается 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, раз. Получается, за счет того, что вы играете открытые струны, у нас такой небольшой акцент и на 4 получается, и это добавляет нам драйва. Вот сравните, я сыграю сейчас просто ровно. Такая песня девочки-отличницы. Или я сыграю вот так, как играет Летов. Вот вообще не хочется прекращать играть. Получается вот такой внутренний драйв, внутренний кач, такое подхлёстывание, как будто бы плеткой подгоняется это. И такая у Летова, очень для Летова, для боя Летова, для его аккомпанемента очень характерна такая грязь немножко. То есть это не должно у вас звучать, как если бы вы играли Баха. Все чистенько, красиво, а тут вот тогда это получается, что звучит вкусно, звучит красиво и звучит с таким смаком. Вот, это основные фишки. В следующем видео мы разберем аккорд.